Ну что, друзья, Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2025, 12,7 дюймов, яркий Dolby Vision экран, 10-битная матрица с 1 миллиардом цветов. Со звуком Dolby Atmos, Dolby Atmos здесь правда в декодере, Dolby Atmos мы все прекрасно знаем, что это многоканальная такая суперсистема, но звучок здесь тоже классный, здесь JBL динамички, 4 штучки, при этом есть версии 8 на 256, 12 на 256, 8 на 128, я советую брать на 256, потому что она у нас построена на UFS 4.0, кстати, память здесь LPDDR5, и все это на процессоре MediaTek Dimensity 8300. При том, что здесь 144-герцовый экранчик. А знаете, что еще под него есть? У меня вот есть вот такой вот стилус, кстати, фирменный Lenovo, вообще с нажатиями. Вообще я вам открою секрет. Lenovo Xiaoxin Pad на китайском языке, правда, можно русифицировать, а это у меня конкретно Lenovo IDEA. Это же IDEA, да, у нас? IDEA Pad Pro — это европейская версия Lenovo Xiaoxin Pad. И именно ее я тестирую, но показываю вам ее как Xiaoxin, потому что Xiaoxin дешевле почти в 2 раза. Это я вам так по секрету скажу, но ссылки в описании под видео, и вы там сможете посмотреть, что выбрать. Вообще, живя в Украине, конечно же, рекомендую покупать официальную версию с официальной гарантией и уже с поддержкой всех языков. Поэтому тут уж выбирать вам. Я вам даю всего лишь альтернативы. И, кстати, в Украине можно даже купить вот такой вот комплектик вместе с вот этим вот стилусом, который, кстати, смотрите, как на магнитке лепится сюда. При том, что неплохая камера. Я вам скажу, это не камера планшета, это камера среднебюджетного телефона. И я вам скажу еще, что очень интересное. 400 нит яркость, быстрая зарядочка 45 ватт. Поиграть, да вот все что угодно. 1 200 000 у него Antutu. Для планшета, да, для вот такого бюджета. Допустим, если брать его конкуренты, вот как я пользуюсь там Xiaomi Mi Pad 7, то извините меня, там цена, нифига себе. Допустим, в том комплекте, в котором я брал. И получается, что мы здесь имеем с вами достаточно неплохой игровой планшет, где мы можем поиграть в Genshin Impact, например, 60 FPS стабильных, в 90 стабильных FPS в PUBG. Либо, допустим, поиграть на Shadowguns Legends на средних либо на высоких настройках со стабильными там 60-80 FPS. Да, например, COD Mobile, именно Warzone, там 30-40 где-то там гуляет FPS на низких настройках графики. Но это COD Mobile Warzone, мы все знаем, какие устройства для него нужны. Какой-нибудь там Snap 8 Elite, ген 25 миллиардов версий, понимаете? Там, это я вам просто утрирую. Планшет очень неплох. Сейчас мы с вами перейдем его, распакуем, посмотрим, сколько он стоит, и потом уже пойдем тестировать. Lenovo IDEA Tab Pro. Сразу говорю, вот видите, Tab Pen Plus, это со стилусом. Здесь я нарисован. В принципе, у нас тут ничего интересного не написано, не нарисовано. Это все мы уже будем смотреть потом. Слушайте, очень интересно. Знаете, AI Powered Smart Learning. Короче, прям у нас такой намек на искусственный интеллект. Сам по себе планшет внешний вид имеет, я вам скажу, тоненький. Он металлический. Вот это вот JBL с Dolby Atmos очень важная отметочка, потому что звучок здесь должен быть прикольный. 4 динамика, как мы видим. Есть у нас лоток под сим-карту. Сразу говорю, в лоточке у нас нет под сим-карту, у нас есть тут всего лишь место под SD-карту. Смотрите, вот такой вот лоток, под одну SD-карточку. Поэтому расширять память можно. Сверху у нас качелька громкости, 2 микрофона, спереди камера, видите, вот, пожалуйста. Есть у нас кнопка блокировки и снизу коннектор под активную клавиатуру с контактами и просто вот коннектором. Lenovo. Сзади камера 13 мегапикселей со вспышечкой. Слушайте, интересно. Экранчик под стеклом. Мы когда включим, настроим, уже потом будем рассматривать какой там экран. Сам по себе стилус у нас активный, заряжается через Type-C и чувствуется прям уровни нажатий. Можно, в принципе, рисовать, я думаю, с удовольствием. Для дизайнеров, для каких-то художников подходит. Есть заменный у нас, видите, концевик.
больше здесь ничего нет. И есть у нас быстрая зарядочка на 45 ватт, вот такая вот Type-C-шная, и кабель быстрой зарядки. Слушайте, давайте уже пойдем, наверное, с вами его настроим, зарядим, настроим, включим и будем тестировать. Ну что, Lenovo Xiaomi ThinkPad Pro 2025, МТК Dimensity 8300, 12,7 экран, 2,9К и с батареечкой 10200 мАh на 45 ватт зарядочки. Быстрой зарядки. Это китайская версия. Можете попробовать. Мы тестируем конкретно не китайскую, тестируем глобалочку, но можете попробовать найти. Хотя, слушайте, вот берете китайку, русифицируете, все нормально. 12,7 дюймов, 144 Гц экран. Вообще идеально. Есть разные формулы памяти. Я конкретно вам цену показываю для 12 на 256. Но вы, я думаю, сами вот пойдете в описании под видео, нажмите ссылку и посмотрите на актуальную цену. На LPDDR5X плюс UFS 4.0. Но UFS 4.0 только в версии 256 гигабайт. С Wi-Fi 6, с Dolby Atmos, 4 JBL спикера. Кстати, JBL здесь отрабатывают отлично. И, конечно же, экранчик у нас с Dolby Vision сертификацией, с Dolby Atmos 10-битный, чтобы вы понимали, с 1 миллиардом цветов. Это вообще идеально. Так, слушайте, что они тут? Ну, тут пишут про рабочие какие-то моменты именно оконных режимов, PC-режимы. Мы это все сейчас с вами покажем. Экран очень понравился. И, кстати, знаете, что есть еще? TÜV-сертификация, защита от синего цвета и защита глаз. А еще есть соединение, про которое я вам говорил, но тут нужен смартфон либо Motorola, либо Lenovo. В остальном всем очень много рекламной какой-то фигни, которая, честно говоря, мне не очень нравится читать, потому что хочется видеть все своими глазами. Ссылки в описании под видео. Переходим и тестируем. Начнем же мы, конечно, с какой-то тяжелой игры, а это у нас Genshin Impact. Достаточно тяжелая, классная игра на хороших настройках графики. Можете посмотреть, пожалуйста, подвину. Это действительно очень хорошие настройки графики. И, пожалуйста, мы там можем с вами чуть-чуть погасать. По Genshin Impact, смотрите, при изменении, при попытке изменения настройки графики, допустим, настройки FPS на 60, то мы видим с вами 60-62 стабильные, но при качестве графики среднем. Вот это вот немаловажный аспект, который вам нужно понимать. Но при этом, смотрите, производительность Genshin 50, 59. То есть, если говорить про поддержку, да, 30 FPS он будет держать спокойно, классно. Но вы можете завести 60 FPS, вообще без вопросов будет работать. При том, что он даже справляется в многоиконном режиме, то есть достаточно мощный, как мы видим. То есть, давайте ОК нажмем. То есть достаточно мощный, как мы видим, и можем даже в режиме многозадачности где-то там играть во что-то. Это хорошо. Ну и насчет PUBG. Смотрите, 89-90 FPS. Шикарный показатель. То есть пострелять, побегать. Смотрите, по настройкам графички у нас лучшая частота кадров выставлена. Пожалуйста. Графика высоко. То есть он подходит идеально для каких-то вот нормальных таких действий. Мне очень нравится. То есть я прям рекомендую в PUBG поиграть. Это вот для PUBG идеальный планшет. В принципе, показатели такие вот примерно, как на каких-то игровых суперпланшетах. Благо здесь FPS хотя бы показывают вообще отлично. То есть мне уже нравится, что я могу сказать. Своей мощностью он обязан, во-первых, своей конфигурации. Ну, давайте я возьму подставочку для того, чтобы нам было удобнее в некоторых моментах там читать и всего остального. Во-первых, насчет экрана. Экран у нас настолько яркий, что мне приходится его пригашивать, снижать яркость, потому что уходит камера в пересвет. Если говорить об аппаратной составляющей, видим Lenovo, да, то есть у нас сама по себе платформа, 8 гигабайт на 256 хранилища, центральный процессор 4 ядра Cortex A510 по 2,2 ГГц, 4 ядра Cortex A715 по 3,350 МГц, 64 бит процессор. И за отображение отвечает у нас Mali G615 MC5, 2944 на 1840 экран. Ну, сейчас 60 Гц, вообще 120 Гц у нас экран. И он просто-напросто сейчас у нас включился вот в такой режим. То есть нам нужно пойти с вами в настройки экрана. У нас, во-первых, адаптивная яркость есть. И в частоте обновлений у нас 144 сейчас стоит. Если поставить интеллектуальную, то при перезагрузочке у нас будет, в принципе, в AIDE стоять 120, как базовая. Смотрите, если мы идем в отображение, то у нас здесь появляется 120 Гц. Сеть
Connect, я вам сейчас покажу, когда тесты, результаты теста вы поймете. То есть то, что здесь скорость связи 1200, вообще ни о чем не говорит. Он работает отлично в 160 МГц, и Connect поднимается уже на тестах. Доступа к температуре нет, поэтому никаких тротлинг тестов проводить не будет. Работает он на Android 14. Из кодеков у него есть практически все необходимые кодеки, включая там 265, VP9.2, само собой там есть AV1 аппаратный, поэтому даже с вами можем погонять, скажем так, какие-то стримы очень даже неплохие. Если продолжать говорить о мощности, то у нас в AnTuTu 1 220 001, то есть у нас на тесте Multitouch 10 касаний, при этом достаточно быстрый у нас режим обновления экрана, то есть практически, знаете, никакой input lag, его фактически нет. Хочется отметить сразу стилус, чтобы его не морочить. Видите, у нас, когда я нажал на кнопку, у нас появилась менюшечка. Стилус активный. Тут мы можем с вами использовать его и как проекторный, для переключения там различных слайдов. Мы можем с вами его использовать, допустим, для написания, там какого-то отметить. Вот мы хотим там с вами, видите, скриншотик и сохраняем именно с нашей надписью. Также у нас здесь есть по стилусу моменты вырезки чего-то, ну вот скриншот, да, мы можем там взять, сделать вот таким вот образом. Либо рисовать, допустим, в блокноте, мы видим, что я уже здесь рисовал, он со степенями нажатия. Давайте мы новый создадим. Сейчас давайте этот готово нажмем и создадим новый. Смотрите, если мы пишем, видите, тонкое, нажимаем, оно толще, отпускаем тоньше, нажимаем толще. То есть у него есть уровни нажатия, это очень-очень удобно. При этом можно не только это делать, можно, допустим, там писать какие-то моменты, там, например, давайте напишем «Привет», да? Он его раз в «Привет», то есть вы можете написать текст полностью, строку поисковую, как обыкновенной ручкой, он это все дело запишет, очень удобно. Сопрягается с помощью кнопки зажатием и удержанием, сам он по себе Bluetooth, заряжается через вот такой вот USB Type-C. Дальше по экрану у нас есть звук, у нас есть Dolby Atmos, достаточно звук классный, сейчас посмотрим при стримах. Есть биометрические данные, кстати, отпечаток пальца. Отпечаток пальца очень быстрый, как мы видим, он срабатывает мгновенно. Вот, пожалуйста, смотрите. То есть раз, два, все отлично. Теперь дальше. OneVision. OneVision очень классная тема с умным поворотом, плавающими окнами. Это у нас позволяет пользоваться быстро выполнять временные задачи без переключения между приложениями. Имеется в виду, и есть разделение экрана, которое вы уже видели. Имеется в виду, что каждое приложение мы можем, допустим, засунуть с вами в окошке. Например, нажали, зажали, раз, в окне у нас с вами ютубчик. Это очень удобно, при том, что у него есть режим ПК. И мало того, этот режим ПК мы можем использовать с вами еще и с внешним монитором. Вот я сейчас подключаю внешнюю USB гарнитурку, скажем так, с HDMI кабелем и снимаю для вас, давайте, видео небольшое. Сейчас у меня как раз включается, видите? Вот, пожалуйста, у меня выводит на мониторчик через вот такой вот переходничок на HDMI, он спокойно это дело поддерживает. И это вообще по сути полноценный, скажем так, ПК-режим при подключении, допустим, клавиатуры со стилусом, с мышкой. Можно действительно хорошо работать именно в поездках, где угодно, в принципе. Давайте выходим из ПК-режима. Сразу, раз уж мы здесь, смотрите, у нас, кстати, режим проекции есть, у нас есть еще поддержка беспроводных экранов, вот этот вот момент интересный. Сразу давайте тестировать, ну, вот мы вывалились, давайте последовательно, вывалились в Chrome, значит, будем в Chrome, сейчас тестируем 5 ГГц, Wi-Fi 6, который здесь есть, и, пожалуйста, это Connect намного больше, вернее, это скорость намного больше, чем Connect 1200, здесь максимально, что мы получали 1450, ну, сейчас я показываю вам фактические цифры на текущий момент, не буду ничего приписывать и рассказывать, я просто вам говорю про свой опыт. Так, и на отдачу 1.8, вот, кстати, 1.8 мы прям вот видели не единожды, он спокойно тягает на таких скоростях. Можем с вами включить сейчас 2.4. В 2.4 он тоже отлично работает, 2.4 ГГц имеется в виду, видите. Мы можем с вами повторить этот же тест на 2.4 ГГц. Обновим, стартанем. И получим здесь порядка там, давайте, 150, но у меня были тесты, а вот он пошел расти, у меня тесты на 2.4 были до 300 мегабит.
даже 330 было, но сейчас он средний вышел 194. Сейчас рабочий день, много подключений, мы сидим в офисе и, само собой, видим вот такую ситуацию. 2,4 мусорный диапазон, в 5 ГГц он работает намного лучше, то есть, но при этом в 2,4 он работает отлично. То есть я считаю, это хорошие показатели. Давайте переключаемся на самую быструю сеть, которая есть у нас, и продолжим именно здесь. По экрану вы поняли, да, у нас есть различные фреймрейты, есть цветовые режимы, режим защиты чтения, у нас есть с вами, кроме цветовых режимов, кстати, у нас, знаете, что есть еще? Настройка цвета в соответствии со средой, биометрический, One Vision мы посмотрели. Так, по стилусу клавиатуры. Стилус подключен, физическая клавиатура не подключена, тоже поддерживается. По батарее он идеальный, 10 тысяч, больше 10 тысяч миллиампер, вообще отлично держит. Знаете, что мне нравится здесь? В расширенных возможностях есть настройка режима ПК, есть у нас периферический режим, а это для игр. Знаете что? Это встроенный ремаппер. Вот, вы видите, как это действует, вы просто-напросто настраиваете ремаппер. Я не буду показывать это здесь. За ремаппер есть в некоторых играх, скажем так, бан, и тут они даже предупреждают. То есть, когда ты его включаешь только, он тебя просит подтвердить, что можно, там, что вы понимаете, что за это могут, допустим, в играх бан таких как PUBG выдать. Также, вот, допустим, мы зайдем о планшете, мы видим здесь у нас Lenovo IDEA Tab Pro, моделечку MediaTek Dimensity 8300, это модель процессора, сама по себе модель TB373FU. Ну и само собой 8 на 256, больше здесь ничего нам интересного нет. Кстати, здесь еще есть лабораторные функции, ассистент по звонкам. Это очень классная тема, когда вы используете его для звонков, например, в Google Meet там, и все остальное. Вы можете размывать фон, виртуальный фон, совместное использование экрана делать, размытие фона, улучшение лица. То есть этот планшет это тоже все поддержит. Вот эта, кстати, функция, она не часто вообще встречается в планшетах. Как в принципе и достаточно высокий фреймрейт. В Shadowguns Legends, смотрите, я специально вам выведу фреймрейт сейчас, и мы с вами посмотрим, оценим, насколько он быстро это все делает. Ну, давайте сейчас с вами тапнем. Так, ищем, что у нас там залоцировали. Давайте тапнули. И поехали. Вот в Shadowguns Legends вообще отлично. Чтобы вы понимали, играем сейчас на графике средний 60 FPS, ну, ставится. Если поставить, ну, знаете, что хочется? Поставить, допустим, высокую. Давайте высокую 60 применим. И поехали, постреляем немножечко. Давайте постреляем. И мы имеем с вами вот 60-70 FPS. Сейчас опустимся здесь в подвал немножко, 2 выстрела и пойдем дальше. Смотрите, достаточно неплохо, очень даже неплохо. И я вот прям рекомендовал бы такой планшет и для игр, в принципе. Во-первых, честный планшет. Давайте. Один из тех брендов, которые отношу к категории любимых брендов. Давайте нажимаем. И пошли дальше. Сейчас тут выскочит еще 2 монстра. Ну, в принципе, на этом будем заканчивать. Средний FPS на высоком вы видите сами. Ну, давай, открывайся. Сейчас здесь 2 монстра, ровно 2. Уже 100 раз проходил. 1. Есть. 2. Есть. Все идеально. А вот с COD Mobile такого варианта уже не пройдет. Тут, поверьте, 30 FPS, и если ставить хотя бы какую-то кастомную графику, то уже получается у нас топскейлинг высокий. Так, Bloom, Streaming Data. Тут даже не дает нам, получается, это углы обзора, даже не дает нам выбрать FPS. Но он здесь у нас будет четко 30-ку, это железно. Ну давайте, давайте стартанем, посмотрим. Ну вот и смотрим. Смотрите, мы сразу спустились и видим 35, 38, 42, 48. Скажу вам так, если хотя бы чуть-чуть повысить качество графики, то у вас будет проседание до 26 FPS. Это то, что я регистрировал в своих тестах. Но в принципе это неплохо, поиграть все равно можно.
Насчет камеры, я вам скажу, не самые худшие камеры, ссылки на оригиналы фото лежат в описании под видео, хотя я вам скажу, немножко искаженная цветопередача, но это планшет. Это планшет, и на него ругаться, ну немножко искажена. В каком плане искажена? Она не такая, как хотелось бы мне, и у меня просто я сравниваю, например, с какими-то топовыми смартфонами, а этого делать не стоит. Да, кстати, у нас видео. Это видео на фронталку, нас Лисичка снимала. По факту никакой стабилизации нет, да, если сравнивать. Но по фото очень неплохо. Вот я вам серьезно говорю, смотрите. То есть мы можем хоть 100 раз там что-то говорить, но критиковать. Ух ты, смотри, какая детализация. Ах ты ж, елки-палки. Смотри, пестик. Видишь? Вау. Да, прикольно, вот реально прикольно. Да, не просто счетчики фото, даже для планшета неплохие фотографии. Есть, конечно, по экспозиции вопросы, немножко вот по цветопередаче, вот именно вот этих вот моментов, видите, они немножко не такого цвета, но это планшет, еще раз говорю, и это неплохо. Вот, знаете, видите, здесь вот у нас экспозиция чуть не так сработала хорошо, поэтому, ну, я же говорю, камера не идеальна. Но назвать ее плохой я уж точно не назову. Камера очень-очень неплоха. Смотрите, даже вот у нас тест переход от света к темноте и при этом тест на стабилизацию. Да? То есть да, стабилизации какой-то нет. У нас, видите, переход, но правда от света в тень он спокойно переходит. Обычно там какие-то дешевые планшеты на этом месте дают уже какое-то мыло и какой-то шум. Да? По камере хорошо, снимает максимально 4К, есть различные опции типа AI, там улучшалок и даже какого-то HDR качества. Но все-таки планшет у нас хорошо подходит, например, для просмотра там какого-то контента. И вот наш контент, та же самая дикая река наша для тестов. И сразу тестируем звук. Вот звук классный, звук вообще топ. Я вам серьезно говорю, 4 динамика на каждой стороне. Дают очень чистый, классный басистый звук. Ничего не тормозит. При этом можно выбрать до 4К. Смотрите, до 4К 60 Гц HDR. Посмотрите на это качество. Вообще отлично. То есть топово. Мне нравится. Знаете, что еще хотел попробовать? Есть еще вот такое вот у нас видео для тестов. А ну. Сейчас. Ну, супер, ребят, отлично. Давайте еще сейчас один момент хочу попробовать. А хочу попробовать конкретно Netflix и уже будем выходить с вами и, скажем так, его резюмировать, данный планшет. Netflix спокойно работает. Можем включать, он поддерживает HD и пространственный звук, включаем какое-нибудь видео. Конечно, вынуждены замыливать, то есть любые какие-то стриминговые сервисы здесь пойдут отлично. Я не ладнаю з людьми, не знаю, що Вообще топ, слушайте, и звук отличный, и картиночка. Все, ребят, переходим и делаем выводы. В качестве выводов, ребят, я очень сильно рекомендую, однозначно он будет у нас в топе нашем планшетах, который выйдет буквально через недельку, через две после того, как мы отснимем этот обзорчик и выпустим его. Очень классный получился, за свои деньги, так вообще средневзвешенно, и поверьте, вот, купили и забыли. Классный планшет. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.